нас уже запись? Да, я тоже. С музыкой как познакомился? Ну, с рок-музыкой, знаете. Когда я был в 6 классе, вот, у меня был кассетный магнитофон. Вот, и я сначала познакомился с поп-музыкой. Вот. Но поскольку у меня был дядя, который мне постоянно приносил виниловые пластинки, и одна из них была «Вкус меда», группа «Битлз». И вот, я ее не сразу послушал, а когда группа Modern Talking мне уже надоела, вот до дыр просто, я поставил «Вкус меда» и очумел, собственно говоря, в хорошем смысле, то есть от рок-н-ролла. То есть в каком году примерно? То есть 80-е, получается, находились? Это примерно 87-88, наверное, где-то вот примерно вот так вот. А когда сами начали вот играть музыку, именно рок-музыку, когда возникло такие уже осознанное желание, инструменты? Все началось с того, что бабушка мне подарила электрогитару, которую я купил в доме актера. Что самое интересное, это была первая моя электрогитара, Диамант, чешская. Вот, это был год, это очень давно было, 91-й, может быть, то есть это первый курс моего, значит, факультета иностранных языков педагогического. Вот, и я начал осваивать. И где-то, наверное, порядка 8 часов в день я занимался. Ну, как занимался? Я просто придумал велосипед сам, то есть меня никто не учил. Я просто ставил там, предположим, какой-то диск, там, я не знаю, Джон Ли Хукера, того же самого, там, или Мадди Уотерса, ну, то есть блюз. Все началось с того, что в 90-м году телекомпания «Эфир» не существовала, она называлась, эта телекомпания, 11-й канал. Вот. У нас ее не было, она была у соседей, эта телекомпания, этот канал. И там показали фильм «Перекресток» Уолтера Хилла, вот, про подростка, который увлекся очень блюзом. После чего я понял, что из всех искусств я выбираю все-таки блюз. Вот, и я начал целеустремленно как бы идти вот именно в этом направлении. Мадди Уотерс, Джон Ли Хукер, я начал собирать пластинки и учиться именно вот этому искусству. Дело в том, что настолько меня это, как говорится, заинтересовало, что я ничего не бросил, я учеба в институте, как бы, я, собственно говоря, поступил на факультет иностранных языков для того, чтобы знать язык Битлз и Роллинг Стоунс. То есть там все было заранее спланировано? Абсолютно, абсолютно, с 6 класса. Потому что, насколько мы немножко забегаем вперед, то у вас основные тексты, по-моему, почти все на английском языке. Не почти все, а все. Просто да, я не нашел. Абсолютно все. Я даже могу похвастаться, что некоторые, так скажем, тексты песен, они вошли в методику преподавания факультета иностранных языков. Ну, Казанского университета. Да. Sitting all alone on a sunny day, singing song that I could never play, saying words that I could never say. Eyes are so sad, feeling blue, full of regret. Oh, yes, I'm telling the truth. Feel like I'm dead, nobody's fool.
you must be glad. Oh yeah, that's only you. И в 92 году у вас уже начинается образовываться группа. В 92 году мы начинаем заниматься в подвале с одним очень, так скажем, интересным парнем, от которого мы отказались буквально очень быстро. Вот. И потихоньку, постепенно мы начали образовывать группу Dixie. Она тогда так называлась. Вот. Группа Dixie — это в переводе с латинского «я сказал». Вот. В ней, значит, участвовал, значит, я, будущий кардиохирург и будущий юрист или будущий судья. Теперь. Но ни одного профессионального музыканта, все как бы как начинали как любители. Ну, собственно говоря, если брать группу Pink Floyd, например, никого там из профессионалов не было. Это понятно. Откуда взяться, тем более, кто мог нормально научить? Тем более, что кто мог научить блюзу, например, в Казани кого-либо из нас? Вот. Ни музыкальное училище, ни музыкальная школа, ни, естественно, ни консерватория. Вот. Поэтому мы все до всего доходили сами, так скажем. Ну, итак, Dixie, как под таким названием, вы до 95-го года нас. Да, до 95-го года. В 95-м году летом мы выступаем значит, на площадке Черного озера. И к нам подходит небольшого роста человек, достаточно худощавый, протягивает записку, продюсирование и запись в Москве. И вот, и мы на следующий день, я с ним связываюсь, и тогда он сказал, что мы ему очень сильно понравились, и он будет с нами работать только при одном условии, если мы назовемся «Листья травы». А поскольку я Листков, я быстро согласился. К тому же в 95-м году мы все закончили вузы, вот, и каждый пошел своей дорогой. Вот. А почему «Листья травы»? «Листья травы» — это его, видимо, какая-то была радужная мечта создать такой коллектив. «Листья травы» — это сборник стихов Уолта Уитмана. Вот. Очень часто мне задают этот вопрос: разве у травы могут быть листья? Там, самый глупый вопрос, мне кажется. Вот. Хотя у петрушки, это трава, есть свои листья, то есть, ну, грубо говоря. Вот, и под этим названием мы записали наш первый альбом в 96-м году в Театре Ленинского комсомола в Москве. Это была уникальная запись, она и сейчас есть. Альбом называется «Laces Out», вот, где с нами работает, значит, барабанщик Володя Кузьмина, где с нами работает барабанщик группы «Звуки Му», где гитару мне настраивает Вадим Галутвин и дает мне ее вот так вот. Вадим Галутвин — это группа СВ. Вот. Поэтому это была уникальная поездка и пластинка, которая, в принципе, о которой, в принципе, никто сейчас уже и не вспомнит, наверное. Просто она у меня лежит на полке. Это как бы фотоальбом, так называемый, который иногда вот хочется поставить и вспомнить то, что мы пережили там, в этой легендарной студии Театра Ленинского, ну, Ленкома, так скажем, где стоял Гранд Рояль, на котором играл Элтон Джон, например, на котором наш клавишник играл тогда.
Ну, кстати, это достаточно высокий уровень для записи уже. А до этого был какой-то опыт? Так это не просто высокий уровень, это писалось все на ленту 24-канальную. Вот на такую широкую ленту, то есть это была аналоговая запись, после которой можно было винил писать, в принципе. Вот. Но мы были такие зеленые. Я тогда познакомился, я помню, с Николаем Арутюновым, светлая ему память, который сказал тогда мне такие сакраментальные слова, что не торопись в Москву переезжать. Сделай дело в своем родном городе, и потом тебя ждет любой город нашей страны. Да, ну, просто у нас такой высокий уровень сразу, то есть, а была ли какой-то подготовительный период, то есть где-то уже тренировались же наверняка, то есть как-то готовились к этому? Вот до того, как мы поехали в Москву, мы, конечно, репетировали. С тех пор мы больше не репетировали ни разу. До сих пор. Что, настолько хорошо? Потому что дело в том, что после того периода у нас, ну вот после Москвы, так скажем, у нас очень часто менялся, у меня, то есть я не говорю у нас, потому что это все-таки мой проект, очень часто менялись музыканты и прочее, 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 и мы репетировали прямо на сцене. Вот, и многие песни, они просто рождались на сцене. Вот. То есть могу вспомнить, вот, например, клуб «Веселый Роджер», который до сих пор никто забыть не может. Ну, это уже немножко позже, по-моему, 2000-е. Нет, это 99-й год, опять же. Да, мы в 99-м году. До 99-го года был и Шершеляфан, такое стриптиз-заведение. Такое больше как богемное немножко такое местечко. И вот, дело в том, что начались такие клубы, где мы начали какие-то копейки получать. То есть до этого мы выступали бесплатно на всяких сессионах, там, на прочее. Ну, там, Там наверное... 97-й, 98-й, это все вот какие-то были, ну, так скажем, концерты, которые давали нам какой-то статус будущий. Вот. После чего нас стали приглашать уже за деньги. Ну, наверное, в это же время, когда тренировались, наверное, в рок-капелле где-нибудь. Рок-капелле, да, именно там и репетировали, да. У меня, конечно, неоднозначное отношение к этому заведению. Вот. Но, тем не менее, это было, наверное, единственное место, где действительно можно было репетировать за какие-то там гроши. Вот. И второй диск мы именно в рок-капелле записали, который назывался «Moment of Joy». Baby, baby, why you tripping this way? Вот. Ну, это уже позднее, здесь после 95-й, где-то 97-й, получается? 99-й. Опять же. Я могу путаться, конечно, в датах, потому что это уже настолько давно было и столько воды утекло с тех пор. Сейчас все-таки уже 2022. Ну да, но тем не менее, время вот. Как быстро летит. Вот. Время летит незаметно, вот, но оно обрастает событиями в любом случае. То есть, ну и, кстати, вот в 90-е годы, кроме, ну, таких сейшенов, уже были наверняка фестивали, в которых вы каких принимали участие, которые... Единственный фестиваль, на котором мы участвовали, мне кажется, это был фестиваль в Челнах, забыл уж, как он называется, и мы были хедлайнерами, как ни странно. Это был первый, наверное, фестиваль, где народа было столько, это было помещение, типа как наш зал в ДК Химиков. Один в один. То есть, ну, под копирку построен. Ну, точно такой, что есть типовой проект. Да. Вот. И
Мы были последними, и перед нами настолько там буйствовала публика, что администрация сказала, мы все, выключаем рубильник. Ну, как в советские времена, грубо говоря. То есть вот насмотришься там всяких интервью там с Гребенщиковым там и прочее. То есть важный человек стоял около рубильника со светом, с электричеством. Вот. И ведущий сказал, ребята, вы самое главное паузы большие не делайте между песнями. Вот. А я буду стоять около рубильника. Вот. То есть он Прям такой жесткий тайминг. Прям. Вот. И мы 3 песни сыграли. И тогда я помню свои ощущения того, что это первый раз в другом городе. Я про себя подумал, чтобы я приехал за 200 с лишним километров и чего-то здесь испугался. Нет. Я выложился по полной программе. Я там ползал на коленях, там играл зубами, за головой. Есть даже одна только фотография, мне кажется, сохранилась, где толпа беснуется по полной программе. Это было очень круто, конечно. Вот это был первый фестиваль, на котором мы выступали. Я очень хорошо помню то, что наш друг Марк Званец прекрасно любил Джимми Хендрикса. Вам он нравится? Джимми Хендрикс! Это уже было после того, как вы стали листьями травы или еще как Мы уже листья травы были. То есть это листья, да. Да. Так, Не помню. а в Казани не было, то есть там на Року Коля не участвовали тогда еще? Таких Нет. Нет, не было. В Казани ни на одном фестивале мы не участвовали. Мы участвовали в Тольятти на фестивале. Очень неудачно участвовали, потому что я был, заболел, в общем. Там ухо стреляло, ангина, там, все на свете. Температура 38, нужно было выступать все равно. А это Автоград? Автоград, да. Ну, это уже после Челнов, да? Да. Нет, Челны это первый был наш. Да, и после этого, кстати, а вот после дало, так сказать, вообще вот продюсирование вам, кроме записи, какую-то реальную помощь в продвижении, потому что, такое, 90-е года, время сложное, все-таки не все говорят, что это... Мы же затронули конец 90-х, а потом все это переросло в 2000-е, и появился, опять же, скажу, «Веселый Роджер», где мы, собственно говоря, набрали обороты, будь здоров. Пока «Веселый Роджер» существовал, где-то порядка 5 лет. Вот. И там, конечно, народ толпился на наши концерты, потому что, я выкладывался по полной программе. Еще вы упомянули «Веселый Роджер». Можно, так сказать, более немножко подробнее, что это было за заведение? Потому что такое серьезный след оставило в истории, многие вспоминают. Серьезный. До сих пор вспоминают. Это было... У каждого заведения есть, так скажем, своя атмосфера. То есть, например, про «Веселый Роджер» до сих пор говорят, что это было живое место. В общем, там была жизнь. Там люди, несмотря на то, что заведение очень небольшое, буквально заканчивается сцена, через 2 метра уже барная стойка. Но все было, пространство заполнено людьми танцующими, орущими, наливающими. То есть... Отличная публика, спасибо, что вы с нами. Oh, yeah. После «Веселого Роджера» появился Джокер, которого тоже не существует уже. Там тоже очереди стояли на наши концерты. Это в «Пирамиде». Это гостиница «Мираж».
рядом с пирамидой. Вот. Ну, плюс ко всему, мы успевали каждый год ездить в Белоруссию на байк-слеты. Вот. Где-то порядка 15 лет, каждое лето мы уезжали туда и были всегда хедлайнеры. You love me one, you love me twice. I'm kinda little young to paradise, kinda loving the sound, yeah. You're gonna like it tonight. You're gonna love it the sound, yeah. You're gonna like it too. Как вот вы стали с ними травы, то есть уже началась какая-то серьезная гастрольная деятельность уже по бывшему Советскому Союзу, по России. Ну, да. А Если учесть то, что мы действительно объездили весь Татарстан и на самом деле объездили всю Белоруссию, абсолютно, вот все крупные города, и вот своими концертами, потому что, ну, как-то мы связались с байкерами, а это все-таки их музыка, вот, как бы мы соответствуем друг другу. ну, рок. Вот. Они приглашали вас, соответственно, в соседи к соседи, вы в итоге как бы в гости додолго-то. Да, и Брест, и Могилев, и Минск, и Логойск, там что только не было. То есть в 2012 году были первые зарубежные гастроли, насколько помню, да? Это была Прага. В 2012 году это была Прага. У меня друг есть, дай бог ему здоровья, он договорился, который там был бизнес, он там жил, квартира своя. И он договорился в одном культовом, значит, заведении «Плюс склеп». Называется он. До сих пор, наверное. Вот. И не побоюсь этого слова, у нас нашлись спонсоры, которые дали денег и сказали: удачи тебе, брат. Вот. И я купил билеты через там, турагентство, и мы 2 дня там выступали. Вот. И было очень приятно то, что в Прагу на наш концерт съезжались там из Германии, из Бельгии, там, в общем, каким-то образом кто-то постарался, ну, чтобы узнали, в общем, о нашем появлении. She's a witch, I'm chopping you up. An electric blue. No, I'm a minus. She's an eye with you. I'll say with you. В Лондоне не нашел места. Было в итоге концерт в Лондоне или не В было? Лондоне нет. Не был? Там должно было быть выступление, но как-то там все затухло благодаря то ли кризису, то ли еще чему-то. Я уже не помню. Да. Но в итоге были после Праги выезды за рубеж? Или пока еще нет? Надеемся. Прага – это единственное, наверное, место, где, можно сказать, у нас там было 2 полноценных выступления. Выступал я на острове Панган в Таиланде, вот, несколько дней тоже. И там тоже я наделал очень много шума. И вот до сих пор вспоминают и приглашают до сих пор, но сейчас, конечно, с эпидемией вряд ли куда поедешь. Вот это, наверное, самые главные мои зарубежные гастроли. Спасибо большое. Это последний альбом? Или это все альбомы? Это вот пластинка, которую я выпустил в декабре. Она была записана в Москве на радиостанции Русской службы новостей. Вот, живьем, с московскими музыкантами, с моими любимыми. Еще такой вопрос. Вот в 90-е годы, когда вот вы записали свою первую пластинку, ну, потому что время было такое, и их как распространяли на рынках, то есть как в кассетах, получается? Тот, который я записал в Москве в Ленкоме, во-первых, я его записал, мой продюсер оказался наркоманом, вот, я забрал болванку и сбежал в Казань. Вот, потому что он хотел, чтобы я остался в Москве, чтобы у меня, значит, работали музыканты из Коррозии металла.
Вот. В общем, это все было смешно, у него крыша поехала. Дай бог ему здоровья в любом случае. Вот. И когда я забрал болванку, спустя, наверное, лет 8 я решил все-таки из этого сделать что-то. Я нашел спонсоров. Там некий журнал. Сделал этому журналу рекламу через BIM Radio, где я 13 лет отработал. Это мы сейчас... Вот. И сделал пластинку Less is Out, собственно говоря. Вот. Даже заработал на этом. То есть, ну это уже в 2000-х она получается. Да, это 2004 год. Да, но получается, что у вас тогда второй ваш альбом, он вышел раньше, чем первый. В 99-м он вышел, да. Причем он тоже интересно выходил. Люди, которые, так скажем, связаны с ОПГ, сделали мне протекцию и буквально перли, значит, в коробках этот диск из Москвы. Потом мы все дружно собирали все это в коробке в Казани. Вот, Moment of Joy. Мы как раз вот его записывали в Рок-Капель. Вот. I don't want you, wash my floor. I don't want you, young, keep on home. I don't want you, young, money to you. I just wanna make love to you. I don't want you, young, by my side. Just gonna keep you young, satisfied. I don't want you, young, money to you. I just wanna make love to you, yeah. Вот просто время такое же было в 90-е, что очень часто кассеты множились даже без согласия автора, то есть чтобы пиратство было. Дело в том, что я тогда сотрудничал с компанией Акбарс. Вот. Акбарс Меди, наверное, скорее. Вот. И они, у нас были смежные авторские права. Они мне предложили выпустить 1000 экземпляров. Вот. А сколько они выпустят для себя, для продажи, это уже... Вот. И они в своих магазинах, я помню, в Детском мире продавался мой диск, там еще где-то, там. На рынках слышали? Вот. На рынках? Да. На рынках, я не думаю. На рынках другую музыку ставят. Вот, поэтому в продаже он был, этот диск. И Moment of Joy тоже был в продаже, насколько я помню. Но вот у меня даже он не сохранился до сих пор. Мне обещали его привезти. И в 90-е вот вы, так сказать, познакомились с продюсерами, то есть сейчас вы же сами, я насколько слышал, вы некоторые группы продюсируете, или сейчас это не так? Я продюсировал очень много молодых команд. Как продюсировал? Я пытался дать им жизнь, как бы, на путь на сцену. Подтолкнуться. Путь на сцену. У меня очень много было учеников. Они, в принципе, и сейчас есть. Была такая группа Кёльн, ну, у каждого своя судьба. Прям молодые ребятки, очень талантливые были, школьники еще. Вот, соответственно, когда они закончили школу, они разбрелись там по-разному, как говорится. Вот. Была группа Час Пик, тоже я с ними занимался по просьбе там, моих друзей. Тоже я и передачу с ними делал. Большой Куш, группа, которая сейчас, как говорится, это, суперзвезды, так скажем. Вот. В свое время я их подталкивал, чтобы они не развалились. Что бы вы посоветовали тем, кто начинает? Тем, кто начинает заниматься музыкой, я бы посоветовал в первую очередь не следовать ничьим советам. Вот, как это ни странно звучало. Выбирать ту тропу, которая ближе всего к сердцу. Вот, и быть настойчивым.
Спасибо большое. И это очень оптимистичное такое пожелание. То есть, и, надеюсь, люди будут ему следовать. Спасибо вам большое, что выделили время. Марик, спасибо, что ты с нами до сих пор.